Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень сытных, вкусных и сочных котлет. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Я буду использовать круглозерный рис мелкий. Мне очень нравится в котлетах и в тефтелях. Здесь у меня 250 грамм, так как фарша 1,5 килограмма. Если вы берете фарша немного, 300 грамм, то вам нужно риса 50 грамм. И сейчас нам этот рис нужно приготовить до готовности. Рис у нас готов. Посмотрите, какой он у нас красивый. Я его варю немножко больше положенного. Ну, во-первых, он у меня хорошо промыт был в нескольких водах. Я вот этот момент упустила сказать вам. И я сейчас немножко его переварила, чтобы он был немножко клейкий. Чтобы в котлетках... Он, во-первых, будет рыхлить котлетку, и, во-вторых, очень хорошо скреплять. Все у нас готово, добавляем к фаршу. Фарша у меня 1,5 килограмма. Я под видео в описании напишу, сколько нужно ингредиентов на 300 грамм фарша, на 500 грамм фарша, на килограмм, чтобы вам удобно было рассчитать. Я готовлю и впрок котлеты, буду их замораживать, и готовлю для ужина. Отправляю сюда отваренный рис. 3 головки лука, здесь почти получается лука у меня 700 грамм, через измельчитель, либо нарезаем очень мелко. Из расчета на 300 грамм фарша мы добавляем 50 грамм риса и 1 среднюю головку лука. Сюда же добавляю 2 яйца и желток и белок вместе. Где-то на 500 грамм фарша 1 яйцо и на 300 грамм фарша 1 яйцо. Я просто больше яиц добавлять не буду, вот так достаточно. Я добавляю 1 чайную ложку кумина, 1 чайную ложку куркумы без верха, 1 хорошую чайную ложку черного молотого перца. Можно добавить 1-2 зубчика чеснока измельченные. Я добавляю сухой чеснок, 1 чайную ложку, 1 чайную ложку красного молотого перца. Кстати, с куркумой очень важно не переборщить. На самом деле очень полезная приправа, но если переборщить, она может испортить вкус. И добавляем немного красной паприки, тоже 1 чайную ложку. Обычно на килограмм фарша я добавляю 1 столовую ложку соли. У меня соль розовая гималайская. И сейчас я добавляю 1,5 столовые ложки. Можно добавить любую зелень, какая вам нравится. Кинза, укроп, петрушка. У меня сушеная петрушка. Ну, столовую ложку сверху. И где-то миллилитров 80-100 я добавляю воды. И сейчас все хорошо буду смешивать. В фарш я добавляю комнатной температуры масло. 100 грамм на это количество я добавляю. Так как у меня очень постный фарш. Если вот у вас тоже постный фарш, тоже добавляйте либо топленое масло, либо бараний курдюк можно добавить. Тоже очень вкусно и хорошо. И все хорошо смешиваем. И теперь вот так вот взбиваем мясо. Либо будем отбивать его, либо вот так взбиваем как миксером. У мяса должны открыться волокна, чтобы котлета держала хорошо форму. Понятно, что яйцо будет этому способствовать, но все-таки хорошо вымешанный фарш даст очень хорошую котлету. Сливочное масло или курдюк в котлете, во-первых, она будет сытная, вкусная, обволакивает рис, и котлета получается очень вкусная. Поэтому все хорошо вымешиваем. Фарш у нас абсолютно готов, очень нежный, посмотрите, какой он игривый, мягкий. Вот такой он и должен быть для котлет. Я еще, честно говоря, очень люблю к мясному фаршу добавлять чабрец. Очень вкусно сочетается с мясом. У меня сейчас чабреца нет, поэтому либо тимьян можно добавить. Так, у нас все готово. Я подготовила воду. Я буду макать руки, чтобы у меня котлетки не прилипали. И подготовила также противень. Я противень обычно беру с бортиками. Выстелила пергаментной бумагой. Ничем поливать маслом, ничем не будем. Достаточно всего уже в фарше. И, конечно же, котлеты, которые не пожаренные на масле, они намного полезнее в духовке. Поэтому такой полезный вариант. И сейчас формируем котлетки и выкладываем на противень.
Смачиваю руки и формируем котлетку. Какого хотите размера, вы сами выбираете. Они еще будут ужариваться, будут уменьшаться. Я люблю вот такого размера котлеты. Поближе друг к другу они будут ужариваться, и между ними будет расстояние. Как если бы мы с вами готовили тефтели, фрикадельки. Вот так взбиваем немножко. У меня, кстати, на канале есть великолепный суп азербайджанский, кюфта бузбаш. Именно вот как я там готовлю фрикадельки. Очень вкусный, очень нежный суп получается. Посмотрите, я оставлю ссылочку под видео в описании. У нас прям получаются не котлеты, а люля-кебаб. Итак, у меня готово 2 противня. Это я готовлю на ужин. Большие котлеты, сделаю удлиненные. А эти котлеты у меня будут для заморозки. Я их приготовлю и буду замораживать в контейнерах. Сейчас уже духовка у нас раскочегарена, включена на 180 градусов, включен вверх-вниз. Мы выпекать будем в духовке 30-35 минут, меняя положением, чтобы пропекался и низ, и верх одновременно. Смотрите по особенностям вашей духовки. Наши котлеты готовы. И сейчас будем пробовать. Какой запах стоит на кухне. Посмотрите, какая котлетка. Я хочу вам показать, посмотрите, какие они сочные внутри. Смотрите, какие котлетки. Итак, дорогие друзья, котлеты получились просто отменные. Очень сочные, сытные и вкусные. Всем рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.